Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы свяжем с вами вот такую большую салфетку крючком. Эту салфетку даже можно назвать мини-скатерть, например, на какой-нибудь кофейный или журнальный столик. Потому что диаметр этой салфетки у меня получился 54 сантиметра. Данную салфетку я вязал по схеме, взятой из интернета. Схема абсолютно простая, но я же ее провязал рельефными элементами. После этого начального момента я обязательно приложу схему, вы можете нажать на паузу и посмотреть. Также по ссылке в описании к этому видео вы сможете перейти в мой инстаграм, я выложу там оригинальную схему. Вы можете связать эту салфетку по оригинальной схеме, либо вы можете оставаться вместе со мной и вязать по видео, чтобы получился точно такой же результат. Вязал я эту салфетку вот такой хлопковой пряжей. Эта пряжа называется Евророма Fiore. Это марка пряжи бразильская, потому что я здесь живу, и такую пряжу вы в странах СНГ не найдете. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей, главное, чтобы это был стопроцентный хлопок, потому что после блокировки хлопок хорошо держит форму и салфетка долго не теряет свой внешний вид. В этом мотке 150 граммов и 500 метров. Рекомендуемый крючок к этой пряже 2 мм. Я и вязал таким крючком 2 мм. На эту салфетку у меня ушло чуть больше одного моточка, то есть я один такой моток потратил и начал другой. Где-то на, наверное, 2 или 3 ряда мне не хватило одного мотка. Но расход пряжи зависит, конечно же, от выбранного крючка, от выбранной пряжи, от вашей плотности вязания. И салфетка, естественно, может быть либо больше, либо меньше размером. Ну вот я вам рассказал расход пряжи и размер получившейся салфетки вот с таким метражом, в 150 граммах 500 метров. Вот примерно у вас так получится. После вязания салфетку нужно обязательно заблокировать, потому что после блокировки, когда мы растягиваем всю салфетку, придаем ей форму, она становится аккуратная, ровная и красивая. Если салфетку не блокировать, конечно же, такой ровной и красивой она не будет. Я начинал блокировать эту салфетку, начиная с вот этих центральных лепестков, затем вот эти полоски рельефные, тоже вот где у нас вот эти арки, вот здесь я протыкал иголками и ее растягивал. Вот эти части, вот в этих частях, соответственно, вот эти все пико по краям. Ну вот же смотрите по вашей плотности вязания, как вам блокировать. В процессе работы может быть где-то салфетка, например, вот в этих частях, где у нас вот эти большие арки, может быть она будет немножко стягивать, где-то может быть будет чуть-чуть фалдить. Это уже все зависит от плотности вязания каждого, у всех по-разному. Но в целом на протяжении всего вязания салфетка ровная. Поставьте этому видео лайк, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезным и интересным. Я старался рассказывать все более-менее понятно и медленно. Если видео для вас будет слишком быстрое, то в YouTube есть такая функция, как изменение скорости воспроизведения видео. Здесь прямо на самом экране внизу у вас есть изображение шестеренки. Вы ее нажимаете и можете изменять скорость воспроизведения видео, как побыстрее, так и помедленнее. Ну что, в принципе, я думаю, что я по этой салфетке все рассказал. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. А я тем временем буду искать новые идеи, с которыми обязательно буду делиться с вами. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю, скрещиваю и сзади здесь придерживаю. Теперь я вставляю крючок под первую нить и протягиваю, цепляю вторую нить. Вытягиваю, и у меня вот образуется здесь петелька. Теперь в эту петельку нам нужно зацепить рабочую нить и вытянуть ее. При этом аккуратно пальцы вытаскиваем и придерживаем, чтобы у нас ничего не развалилось. И вот так затягиваем. И вот у нас получилось кольцо. Еще раз покажу. Берем нить, кладем на палец, оборачиваем, скрещиваем, сзади придерживаем. Под первую нить вставляем крючок и вытягиваем вторую нить. У нас образуется здесь петелька, и в эту петельку мы цепляем рабочую нить и протягиваем. При этом вытаскиваем аккуратно пальцы, протягиваем петлю, точнее нить в эту петлю и затягиваем. Вот у нас получилось наше кольцо. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков без накида. Для этого я делаю одну воздушную петлю подъема. Вот этот маленький узелок, который мы сделали, мы его за столбик не считаем.
я сделал одну воздушную петлю подъема, и теперь нужно провязать в это кольцо 16 столбиков без накида. Вставляем в кольцо крючок и протягиваем нашу нить, провязываем столбик без накида. Первый, второй, третий. И таким образом продолжаем вязать до конца. Всего нам нужно провязать 16 столбиков без накида. Итак, вот провязали в наше кольцо 16 столбиков без накида. Вот я считаю вместе с вами. Вот здесь в начале у нас корявые петли, это воздушная петля подъема и наша петелька, которую мы закрывали наше кольцо. А затем следом у нас уже идут столбики. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и вот 16 у меня последний. Теперь мы должны это кольцо замкнуть. Вот за этот хвостик наш мы тянем и затягиваем. Сильно не перетяните, чтобы не оборвать нить. И теперь этот хвостик мы кладем вот так сверху нашей рабочей нити, чтобы у нас там замкнулся сзади. И теперь в самый первый столбик без накида вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Вот так. Все, таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот наш хвостик мы сейчас сюда вот так назад возвращаем и будем прокладывать вот так вдоль нашего вязания и будем прятать под хвостиками, ой, точнее под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем 2 воздушные петли подъема. Раз, два. Это мы выполнили столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные еще. Раз, два, 3. Это арка из 3 воздушных петель. Накид. Вот из этого столбика мы выходим. Следующий пропускаем. И уже в следующий выполняем столбик с одним накидом. То есть мы выполнили сейчас 2 столбика с одним накидом и между ними 3 воздушные. Теперь опять 3 воздушные. Раз, два, 3. Накид. Пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. То есть вяжем через один. Один столбик пропустили, а в следующий провязали столбик с одним накидом, выполнили 3 воздушные, накид, пропустили следующий и в следующий у нас идет столбик с одним накидом. То есть у нас должно получиться 8 столбиков с одним накидом и между столбиками по 3 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали второй ряд до конца, выполнили последний столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И вот перед нами один столбик, который мы по рисунку пропускаем, а следующий это вот мы отсюда уже выходили, то есть начало ряда. Итак, я выполнил последние 3 воздушные петли, и теперь мы соединяемся с первым столбиком, но можно соединиться не во вторую воздушную петлю подъема соединительной петлей, а прям сразу мы вот сюда вставляем крючок за сам столбик и провязываем соединительную. Все, таким образом наш второй ряд завершен. Теперь приступаем к третьему ряду, выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид. И сюда же, в эту же арку, провязываем столбик с одним накидом. Накид, еще один столбик с одним накидом, сюда же, в эту же арку. Накид и еще один. То есть всего вместе с воздушными петлями подъема мы провязали 4 столбика с одним накидом. Теперь 1 воздушная петля. В следующую арку выполняем также 4 столбика с одним накидом. Опять 1 воздушная петля и в следующую арку. То есть в этом ряду мы вяжем в каждую арку 4 столбика с одним накидом. И между этими группами из 4 столбиков у нас идет 1 воздушная петля. Вот
провязали 4 столбика, сделали одну воздушную петлю. И в следующую арку у нас опять идет 4 столбика. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили в последнюю арку 4 столбика с одним накидом, сделали одну воздушную петлю. И теперь во вторую воздушную петлю подъема соединяемся с соединительной петлей. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг первого столбика, то есть вокруг воздушных петель подъема предыдущего ряда, мы прям за сам столбик крючок вставляем и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом, но не до конца. То есть вытянули петлю, у нас 3 петли сейчас на крючке, и провязываем только 2 петли. У нас остается 2. То есть мы сейчас делаем убавку из 2 столбиков. Накид, и в следующий столбик, вот так вокруг него, также вставляем крючок, провязываем рельефный лицевой незавершенный. Вот, провязали просто 2 петли. То есть вот мы провязали сейчас 2 столбика с накидом, рельефные лицевые незавершенные. И делаем им общую вершину. Теперь вокруг следующих также. То есть мы делаем убавку из 2 столбиков. Накид. Вокруг первого провязываем рельефный лицевой с одним накидом не до конца. Накид, и вокруг следующего также рельефный лицевой с одним накидом, но не до конца. Теперь у нас 3 петли на крючке, их все вместе за один прием провязываем. То есть мы из 4 столбиков сделали 2 столбика, мы сделали 2 убавки. Теперь выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. И в арку одной воздушной петли, которая у нас была, в нее выполняем столбик без накида. Теперь опять 3 воздушные, 1, 2, 3. И тут у нас уже повторяется, делаем убавку. Накид, рельефный лицевой столбик с одним накидом, незавершенный, накид вокруг следующего столбика. Рельефный лицевой с одним накидом, незавершенный. У нас 3 петли на крючке, провязываем вместе. Накид вокруг следующих. Делаем убавку. Либо убавка можете называть, либо 2 столбика с общей вершиной. 3 петли на крючке, провязываем вместе. 3 воздушные. И в арку одной воздушной петли выполняем столбик без накида. 3 воздушные. И у нас идут наши убавки. То есть вяжем из 4 столбиков, у нас будет 2 столбика теперь. А здесь у нас 3 петли, столбик без накида в арку одной воздушной петли и опять 3 воздушные. Таким образом вяжем ряд до конца. Провязали 4-й ряд до конца, выполнили в последнюю арку одной воздушной петли столбик без накида, 3 воздушные петли, и теперь просто соединяемся в вершину нашей самой первой убавки соединительной петлей. Теперь приступаем к 5-му ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, и выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг убавки предыдущего ряда. Прям вокруг самой убавки, вот так вставляем крючок вокруг нее, цепляем нить и провязываем столбик с одним накидом незавершенный, накид и вокруг следующий. У нас 3 петли на крючке, и теперь вместе провязываем. Вот так. Теперь 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Накид. Сразу же в следующую арку из 3 воздушных петель выполняем столбик с одним накидом, не до конца. Вот так. У нас 2 петли на крючке остается. Накид. И вокруг, точнее в следующую арку также столбик с одним накидом, незавершенный. То есть делаем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. У нас 3 петли на крючке, провязываем вместе. Вот так. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И уже вокруг следующих 2 убавок также делаем убавку. Вокруг следующий столбик с одним накидом, незавершенный, рельефный лицевой, накид, и вокруг следующий
рельефный лицевой с одним накидом незавершенный. 3 петли на крючке, провязываем вместе. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Сразу же в следующую арку 3 петель выполняем столбик с одним накидом, незавершенный, накид, в следующую арку столбик с одним накидом, незавершенный. 3 петли на крючке, провязываем вместе. Выполнили 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 4 воздушные, и далее у нас уже идут убавки. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили в последней арке 3 воздушных петель 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, 4 воздушные петли, и теперь просто в вершину самой нашей первой убавки соединяемся соединительной петлей. Вот так. Все, таким образом наш 5-й ряд завершен. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого!